Привет! Те, кто ездит на дальние расстояния, прекрасно понимают, что круиз-контроль в разы облегчает путь. У нас есть Mitsubishi Lancer 10, на котором этого круиз-контроля нет. Но его с легкостью можно установить вполне штатным способом. Для этого мной год назад был приобретен комплект круиз-контроля, который состоит из следующих запчастей. Значит, первое и самое основное – это непосредственно кнопки руля. Они ставятся очень легко. На руле откручивается стандартная заглушка, там уже подведен разъем, подключаем его и ставим обратно. То есть вот так он выглядит. Следующее это Следующая запчасть это датчик, или как ее еще называют, лягушка. Она ставится под педаль тормоза, и без нее круиз-контроль у вас не заработает. Здесь установлен вариатор, поэтому этого комплекта запчастей будет вполне достаточно. Если же машина у вас на механической коробке передач, вам еще понадобится третья запчасть, это датчик сцепления, который, как и понятно, ставится под педаль сцепления. Как правило, после установки всех вот этих вот запчастей активация никакая не требуется. Ну, если даже она и потребуется, это делается легко с помощью обычного нетбука и кабеля. То есть я не знаю, как здесь будет, и если понадобится, я все, конечно, это вам все расскажу и покажу. Поэтому идем устанавливать. Делов тут минут на 5. Чудо, к сожалению, не произошло. С 2010 года, то есть на рестайлинговых лансерах, потребуется активация круиз-контроля. Первое, что нам потребуется, это J2534 совместимый адаптер. Вот он. Активацию мы будем проводить с помощью двух программ. Первая – это Coding Writer. С помощью данной программы мы будем скачивать варианты кастом-кодинги с автомобиля. Вторая программа – Mood Coding Mitsubishi. С помощью этой программы мы будем непосредственно редактировать скачанные варианты кастом-кодинги с автомобиля для активации различных функций. Для активации я буду использовать нетбук. Также отдельно хочу вам сказать, что после того, как вы скачаете оригинальные варианты кастом-кодинги, необходимо будет их отложить в отдельную резервную папку. Это на всякий пожарный, если вдруг что-то у вас пойдет не так, чтобы вы могли откатиться на оригинальные файлы. Теперь приступаем непосредственно к самой активации. Для этого подсоединяем кабель к машине и запускаем все необходимые программы. Драйвера на кабель я установил заранее, но также весь необходимый софт. Теперь включаем зажигание на машине, запускаем программу Coding Writer, переходим в настройки, выбираем наш кабель J2534 и выбираем блоки для подключения ETAX и двигатель. И жмем подключиться. Как видим, подключение прошло успешно. Теперь переходим в раздел ETAX и, как я уже говорил ранее, сохраняем оригинальные файлы. Это необходимо на всякий, если вдруг произойдет какая-то ошибка. То есть переходим во вкладку «Вариант» и нажимаем «Сохранить». И также переходим во вкладку «Custom» и сохраняем. То же самое делаем с вкладкой «Двигатель». Также сохраняем оригинальный файл. Теперь можно отключиться
Работать мы будем с файлом с двигателя, потому что круиз-контроль активируется не в ETEX, а в файле двигателя. Теперь запускаем программу Mood Coding Mitsubishi. В ней мы открываем скачанный файл с двигателя. Так, и теперь ищем здесь строчки, непосредственно связанные с круиз-контролем. Значит, это будет 24-я строчка, которая называется круиз-контроль. Выбираем здесь Present, 2 раза щелкаем. И 26-я строчка. Cruise Control Option Coding. Выбираем ее и меняем на значение «Включить». Значения, которые вы поменяли, они будут высвечиваться желтым цветом. Сохраняем. И возвращаемся в программу Coding Writer. Включаем зажигание. Теперь также подключаемся. Во вкладке «Двигатель» открываем наш измененный файлик и нажимаем кнопку «Записать». Все, круиз-контроль активирован. Теперь кнопки должны заработать. Включаем зажигание. И нажимаем кнопку On-Off. Надпись «Круиз» загорается. Круиз активирован. Чтобы включить круиз-контроль, нажимаем кнопку On-Off. На приборной панели загорается зеленый индикатор с надписью «Круиз». Теперь выбираем оптимальную скорость, например, 50 км в час. И нажимаем кнопку Course Set. Происходит фиксация заданной скорости, отпускаем педаль газа, все, машина едет с заданной скоростью. Если зажать кнопку Course Set, происходит снижение заданной скорости. Если зажать кнопку AS Res, происходит увеличение заданной скорости. Чтобы сбросить автоматическое поддержание скорости, нажимаем на кнопку Cancel, либо просто на тормоз. Все, машина сбрасывает скорость. Подведем итоги. Протестировал я круиз-контроль, крайне полезная функция. Если вы задумывались устанавливать круиз-контроль или нет, то непременно его устанавливайте. Тем более, как вы уже убедились из видео, установка и активация круиз-контроля крайне простая процедура и не отнимет у вас много времени. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по доработке Mitsubishi Lancer, то отписывайте их в комментарии. Спасибо, что досмотрели данное видео. Пока!